Друзья, очень срочное заявление, это вот прям наживо, потому что это новость о блокировке YouTube на несертифицированных ТВ-боксах. О чем речь? Откуда взялось? Насколько это официальное заявление Гугла? Мы сегодня обговорим в нашем вот таком вот мини-дайджесте, который очень срочно выходит с этим резким заявлением. Ну и второе, что мы сегодня обсудим, это будет цена на память. Цена на память и очень интересная новость о том, что на текущий момент DDR-память не продается. Китайцы остановили продажи. Но об этом вторым пунктом нашего обзора. Технозон. Вам прямо сейчас все расскажу. Вы сейчас перед собой видите официальный сайт developersgoogle.com, раздел YouTube, раздел девайсы. И это конкретно анонс, который появился еще 23 октября, но о нем никто не знал. Вот этот вот анонс был на съезде, на презентации для OEM и ODM партнеров. Ну и слушайте, еще один такой инсайдик. Дело в том, что хотя этот анонс 23 октября, тут вот вы видите сейчас скриншотики. Был ТВ-саммит, такой прикольный, по YouTube сертификации. Там была YouTube сертификация апдейт на 26 год. И на втором слайде вы видите, все релизы приложений должны поддерживать сертификацию, вернее, требовать сертификацию устройств с 1 декабря 2025 года. Поэтому это очень-очень такой интересный момент. То есть это прям информация прям вот-вот. Давайте я вам сейчас немножко продекларирую, да, что же произошло. Давайте немного о документе. В самом документе говорится о том, что они нас информируют, они информируют партнеров своих OEM-производителей о том, что сейчас на текущий момент готовится по сути блокировка YouTube. Давайте так, чтобы вы не путали. Не YouTube, всего YouTube, а YouTube для Android TV. То есть вот этого клиента, который мы привыкли. Именно конкретно на несертифицированных, на OSP девайсах. Это называется Android Open Source Project. То есть для обеспечения высокого качества, безопасности и тому подобного YouTube доступен будет только на сертифицированных девайсах. Не совсем все так, но давайте мы сейчас это обсудим. Но вообще, сначала подпишитесь, нажмите колокольчик, а потом все продолжим. Мы, как они пишут, мы осведомлены о том, что он доступен на многих OSP девайсах, и очень скоро начнется блокировка. Здесь прям так и написано. We will soon begin to block access to YouTube on these devices. То есть мы очень скоро начнем блокировать доступ YouTube на этих девайсах. И это не просто так, потому что сегодня некоторые девайсы на Allwinner уже попали под блокировку. Теперь дальше. Тут там много факторов, это нас не очень интересует. И вы здесь можете прочитать о соглашении, которое необходимо для соответствия YouTube-приложению, и там же вы можете прочитать именно про сертификацию. Кстати, тоже такой интересный документ. Тут он на русском есть, там на украинском, к сожалению, нет. И тут вот все написано конкретно, что такое сертификация, документация по оборудованию, базовые требования. Там очень все интересно. Я вот ссылки эти закидываю в описании под видео, можете пойти почитать, если кто не верит. А есть оговорка о том, что есть такой себе перечень некоторых партнеров на OSP чипсетах, которые будут поддерживаться, то есть те, которые не будут заблокированы. А это IM-Logic и MediaTek на текущий момент это чипсет-партнеры. То есть сюда пока не попал Realtek, но Realtek будет. Сюда попадут все чипсеты, на которых были выпущены сертифицированные девайсы. А сюда еще не попал пока что Realtek. Потому что Realtek 1325 это вообще первый сертифицированный Realtek, который был, и он сюда попадет это 100%. То есть это прям факт. Но сюда не попадут ни Allwinner, ни Rocktech.
Почему я всем всегда говорил, ребята, Allwinner и Rocktech это зло. Мне никто не верил, и сегодня первая ласточка. Один из китайских OEM-партнеров заявил, что на текущий момент YouTube недоступен на их устройствах. То есть это те, которые производят OEM TV-боксы, они уже разослали своим партнерам, что пока что такая проблема есть. То есть раньше, для того, чтобы... То есть раньше существовала система, которая называлась SafetyNet, которая, в принципе, китайские вот эти OSP-производители, они научились обходить. OSP-приставок — это обычные ТВ-боксы без сертификации, по факту. На текущий момент они начали жестко требовать использования Play Integrity API, так называемый, да, который обойти китайцы не могут. И он включен конкретно в состав сертифицированных ТВ-боксов. Либо в состав тех слепков, которые, например, если iMlogic производит TV-бокс, она выдает слепок, ну, допустим, базовую прошивку, которая будет включать эту API, Integrity API, да, и там в чем вопрос? Например, тот же самый Allwinner и Rockchip, они, знаете, что берут? Они берут от Nexus старых, либо от новых, там, каких-то пикселей прошивки, и изварганят из них TV-боксовые какую-то фигню, ну, то есть, там, целая система, там, знаете, суть в чем? То есть, приложение при запуске, в данном случае YouTube, оно, сервер Google запрашивает устройство. Ты официальный типа Android TV? И именно приложение YouTube официально говорит, типа, у меня там нет таких-то ключей шифрования, и он проверяет, заблокирован ли твой загрузчик устройства. И такой результат, если приставка, в принципе, работает на голом OSP, без каких-либо ключей, и он не является OSP-партнером, то есть их прошивки не сертифицируются Google, то это по факту YouTube получает устройство ненадежно и блокирует воспроизведение или вход вообще в аккаунт, чтобы понимали, до чего может дойти. То есть здесь важно понимать, что блокируется конкретно вот этот вот YouTube for Android TV Leanback. YouTube Mobile, который такой самый обычный вот этот, который мышкой надо вводить, там, он блокироваться не будет. Он может работать, но на таких устройствах не факт, что он будет работать в полном качестве. То есть на текущий момент это должны быть те же самые смартфоны либо планшеты, у которых тоже есть определенный уровень сертификации. То есть сама по себе презентация, хотя и прошла тихо, там очень-очень тихо, но тут вопрос... еще же добавляется тем, что в самой этой презентации был не только YouTube. Там было обновление политик безопасности Play Protect. Google открыто заявил, что они будут блокировать сайт-лоудинг, то есть Google усложняет с марта 2024 года установку приложений не из Play Market для ТВ-версий, они это официально сказали. По сути, будет борьба с блокировщиками рекламы, то есть несертифицированные приставки часто продаются с предустановленным каким-то софтом для обхода рекламы, там, и Google хочет быть уверен по факту, что реклама показывается, а на левом устройстве он этого гарантировать не может. И вся эта тема взялась оттуда, что те же самые производители сертифицированных ТВ-боксов пришли в Google и говорят, смотрите, условная сертификация стоит 1 000 000 евро, да, а какого хрена? Мы платим 1 000 000 евро, а тот же самый Allwinner продается, мать его, за $18. Они там конфигурации дикие 8 на 128, еще чего-то, и все. И на самом деле это действительно для производителей проблема и мешает развитию сертифицированных устройств. Google говорит, окей, на текущий момент мы вам обещаем, что с 1 января 2026 года мы начнем блокировать. Насколько, если это пройдет, насколько это у них получится, это очень тяжело. Народные методы, народные клиенты пока будут работать, но есть шанс, что они тоже отвалятся. Поэтому, ребят, смотрим в сторону сертификатов. Мы выпускали когда-то топ, ну вот смотрите, топ сертифицированных ТВ-боксов. Давайте Технозон, да. Вбиваем, идем в видео и видим топ-5 сертифицированных ТВ-боксов. И я делал такой вот конкретно топчик. Можете покупать сертификаты и не переживать. Поэтому лучше перестраховаться, но то, что это будет, это уже факт. Я предупреждал еще летом про подорожание DDR памяти. Что мне тогда сказали? Ты дурак, оно все дешевеет. А сейчас все такие, опа, где память? Мы возвращаемся к памяти, и что же происходит? Вы сейчас видите скриншотик. Память взлетела до поднебесья. И дело в том, что китайцы на текущий момент остановили продажи. И сейчас
тупо не дают цены на товары. Они просто их не дают. Они просто не дают, и вы посмотрите, насколько что взлетело. На текущий момент прогноз по сертифицированным устройствам после Нового года удорожание плюс 20%. Когда я про это говорил еще летом и просил, ребята, покупаемся, мне кричали, ты дурак. Сейчас вы через месяц, вы охренеете от цен. Если вы не купите сейчас, то вы потом это не купите вообще. Либо купите втридорого. Поэтому это очень короткий момент такой, очень короткий анонс. Призываю вас сейчас обращать внимание на те топ-5 устройств, которые мы публиковали. Желательно сертификаты, как вы уже поняли. Это касаемо, допустим, памяти, планшетов. Это касаемо ТВ-боксов, планшетов, смартфонов и тому подобного. Там, где используется DDR память. Ребят, такой тоже себе интересный момент. Поэтому давайте так. Новости сегодня не очень, но они очень важные. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.